Всем привет! И сегодня я к вам со снежным, белоснежным вот таким вот салатиком Гюстов. Простые продукты, делается тоже просто, смотрится празднично, ярко, красиво на любом праздничном столе, а особенно на новогоднем. Вот такой вот белый салат. Грудка, яблоки, сыр и яйца. Все, что нужно для этого салата, и заправка из майонеза и греческого йогурта. Можно взять любой йогурт, нейтральный, без сахара, просто йогурт. Сыр чеддер, это твердый сыр, и он достаточно солоноватый и такой вот пикантный. Это важно. Просто сыр какой-то не берите, которого нет ярко выраженного вкуса. Чеддер сюда идеальный. И первое, что я сделала, это отварила грудку. Грудку можно просто отварить. Я ее отвариваю вот с перцем, солью и немножко чеснока на пару. Тогда она получается очень сочная. На моем канале есть как отварить грудку, чтобы она была сочная на пару. В скороварке, под крышками давления, в мультиварке. Тогда она получается вкуснее и не сухая. То есть грудка у меня отваренная. Одну грудку я буду использовать. И отделю сейчас желтки от белков, потому что белок мне понадобится абсолютно белоснежный, а желток пойдет отдельно. Белок я сейчас промою под проточной водой, чтобы убрать всю вот эту вот серость, так как сверху салат должен быть абсолютно белоснежный. И пока весь салат буду делать, то белки как раз подсохнут. Вот так на бумажное полотенце положила их сушиться. Пока сделаю заправку. 200 граммов вот баночка йогурта греческого и чуть больше майонеза. Вот у меня 6 таких хороших ложек. Пару щепоток соли. Хорошо перемешаю сначала. Вот. Я добавлю буквально щепоточку небольшую, ну еще одну. Базилик у меня здесь сухой. И прям малюсенькую орегано. Орегано прям чуть-чуть, потому что очень доминирующая приправа. И попробую на соль. Не должна быть пересоленая. Заправка тоже готова. И рублю мясо очень-очень мелко, вот прям мелко. Как хотите, можно в блендере, можно вот ножом, как я режу. Но оно должно быть мелко порубленное. Можно руками разобрать. Кусочков больших не должно быть. Вот прям вот такие вот кусочки. Но вот у меня грудка куриная была очень большая, так я использую половину от вот 2 частей грудки, то есть вот половину. Она у меня больше, чем с ладони, очень толстая была. И я вижу, что вот этого количества мяса, его будет достаточно. На дно немножко выкладываю как бы заправку вот и чуть-чуть ее вот так распределяю. Для чего? Чтобы салат просто, если вдруг тарелку наклонить, он просто чтобы не убежал. Выкладываю салат в кольце на блюдо, на котором буду подавать. Первый слой идет мясо, грудка куриная, заправка. Распределяю по всей поверхности мяса. Следующий слой идет яблоко, натертое зеленое яблоко. Мне удобнее вот так отдельно на доске натирать, а потом выкладывать в салат. Можно прям тереть, вот что называется, над салатом сразу. Я взяла одно, но прям у меня большое зеленое такое кислое яблоко или 2 маленьких. И вот видите, я не приминаю слои. Даже когда майонез кладу, я не нажимаю на слои. Салат должен быть воздушным. Опять заправку кладу. Очень нежно распределяю по поверхности. Следующий слой это сыр. Диаметр салата, кстати, у меня здесь 22 сантиметра. И вот на этот диаметр я беру 150 граммов сыра. Этого достаточно вполне. 2 ложки заправки опять. И теперь желтки. Только желтки сначала. И последние 2 ложки заправки. И вот я вначале сказала, что йогурта в заправку я положила 200 граммов. Нет, 150 граммов йогурта, я ошиблась. А вот майонеза 250-300 граммов соединяю.
И все вместе получается 400 граммов заправки нужно. И остался только белок. Тоже на мелкой терке. И уже сверху никакую заправку, конечно же, не кладу. Вот такая белоснежная красота получается. Осталось только добавить немножко зелени. Можно из розмарина, можно веточки. Да те, которые у вас есть веточки, те и можно добавить. Вот у меня сегодня есть укроп. Вот значит он и пойдет в украшение. И вот гранатные зерна использую. Все, и вот такой вот новогодний салатик готов. Подавайте к столу. Пусть на вашем столе будет празднично и вкусно. С наступающим Новым годом! Делитесь этим рецептом с друзьями. Подписывайтесь на мой канал. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые блюда. За лайки вам, конечно, всегда спасибо.